Меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о смартфоне Realme 11 Pro. И этот Realme 11 Pro я постоянно путаю с Realme 10 Pro, потому что разница во времени между продажей 10 Pro и 11 Pro несколько месяцев, 3-4 месяца. Для новинки это, скажем так, очень мало. Я тестировал его и в крив, и в кось, и он у меня был китайской версии еще. Сейчас у меня на руках глобалка, притом в китайской версии он у меня был более запоминающийся, здесь он, с другой стороны, более строгий дизайн, и я бы сказал, вот с этим, в принципе, даже в любых самых маленьких городах России, либо еще чего-то, можно ходить без проблем. Если у вас золотистый с такой вот полоской, то, что у меня было в китайской версии, это будет проблема. По ходу пьесы я, разумеется, его для вас сравню с SE2 2022 года, именно по камере чуть-чуть. Напоминаю, что здесь нет ультраширика, 108 мегапикселей камера, это, наверное, самый популярный лично для меня смартфон. У меня на него более 1000 фотографий в моей личной телеге, можете посмотреть. Мне нравится, как он фотографирует именно для социальных сетей. То есть, если брать при ближайшем рассмотрении, разумеется, он проигрывает просто море кому. Разумеется, это не какой-нибудь Huawei P60 Pro с объемной фотографией, безумной детальностью, но для того, чтобы использовать его дома, и 4К 30 FPS у него отличные, и фронталка неплохая, и в принципе я даже привык к его полуводопаду экрану. Понятно, прямые грани лучше, но после Infinix 30 VIP, обзор на который уже есть на канале, обязательно посмотрите, с его просто ужасным тачем, и неважно, сколько телефон стоит и какие у него другие плюшки, если ты, используя смартфон, не можешь нормально в него тыкать, то, скажем прямо, это уже что-то за гранью. Если говорить об этом устройстве, у меня проблем с ним было меньше. Я к нему уже привык. В этом строгом дизайне, повторяюсь, он мне нравится больше. 500 с лишним тысяч баллов в Antutu, отличный экран, отличная автономность. На лайв-канале можете посмотреть обзор одним кадром. В моем личном телеграм-канале можете посмотреть бешеное количество фотографий. Здесь вы увидите, повторяюсь, сравнение небольшое. Он своих денег, спойлер, сразу до обзора стоит однозначно. Это не третий эшелон. Купите, разочаруетесь, проблем продавать не будет никаких. И сбрасывать по ценнику будет необходимость минимальная, если вам Realme UI не зайдет и вы никогда им не пользовались. Опять же, обязательно приобретать подобное на сейлах. Смотрим. Распаковка на китайскую версию смартфона. У меня уже есть обзор на канале, как и несколько обзоров на Realme 11 Pro Plus. И на лайв-канале много обзоров с тестами, притом тестом одним кадром, допустим, для камеры. Посмотрите. Поставляется глобальная версия смартфона в желтой коробке с черными вставками из довольно плотного картона. Пришла коробка целая, как и сам смартфон. В комплекте мы имеем силиконовый чехол, документацию, смартфон, наклеенную защитную пленку, ключ для извлечения слота, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, слот прорезиненный только на 2 нано-сим-карты, весит 11 Pro 188 граммов, а размеры 162 на 74 на 8,7 мм без блока камер, а с ним 10,7 мм. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Все, кто подписаны на канал, вчера был стрим с розыгрышем, разыгрывал 12 Mi Band, потому что июль пропустил и 2 бенда накинул. Проверяйте, может быть, вы победили. Заодно и Lenovo Y700 2023 года там чуть-чуть прожаривал. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести данный смарт можно в двух вариантах расцветки, это черная и бежевая. Зеленой расцветки я не встречал в глобале, только в китайской версии. Тыльная часть выполнена из пластика с тактильно приятным покрытием, а рамка пластиковая. Трехполосный шов, который расположен по центру тыльной части в черной расцветке, отсутствует. И может быть это даже хорошо. Сборка хорошая, как и качество материалов, официально заявленного рейтинга защиты от воды, брызг и пыли нет. По удобству смартфон показал себя достойно, он довольно легкий и комфортный в использовании. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, далее есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, 2 микрофона, 2 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и предустановками звучания. Звучание качественное, учитывая стоимость, Bluetooth кодеков на борту более чем достаточно, а на экране вы можете наблюдать список поддерживаемых аудиокодеков. Вибромотор тактильно неплохой, но не настраиваемый, за что минус, как и за то, что нет мини-джека и К-порта. Летим дальше. Оснащен смартфон изогнутым AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма. Я считаю, что такое решение не очень удобно для игр, так что имейте в виду, игроки. С разрешением 2412 на 1080 пикселей, Full HD+, с закаленным стеклом, с двойным армированием на 0,65 мм. Опять же, скорее всего, вы будете все это дело с защитной пленкой эксплуатировать, поэтому особо не обращайте внимания.
Соотношение экрана к корпусу 93,65%, рамки и подбородок небольшие. Контрастность 5 миллионов к 1, цветовой охват 100% DCI-P3 с поддержкой 1,7 миллиарда цветов и HDR10+. Автояркость с 20 тысячами уровней затемнения работает отлично и корректно, пиковая яркость 950 нит. Запаса яркости нет, но на солнце в целом пользоваться смартом можно. Плотность пикселей 394 ppi, частота обновления экрана максимум 120 Гц, на выбор также есть автоматический режим и 60 Гц. Тач на 360 Гц, мгновенная частота дискретизации касания до 1260 Гц. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат, а в играх сенсорный отклик хороший. Мультитач есть, и экран на 10 касаний откликается без проблем. Полноценный Always On дисплей на борту, высокочастотное шим-затемнение до 2160 Гц, шим выше 20% не поднимается, и при длительном использовании смартфона глаза от экрана не устают. Далее, разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран с измерением пульса, распознавание лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, при этом можно завести до 5 разных пальцев. Распознавание лица срабатывает хорошо, внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор установлен MediaTek Dimensity 7050 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,6 ГГц. Графический процессор Mali G68, интерфейс Realme UI на базе Android 13 версии, система работает корректно, микрофризы встречаются, но редко, оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 8 ГБ, внутренняя память на выбор 128 или 256 ГБ. В китайской версии есть еще УЗУ на 12 гектар и ПЗУ на 512. Во всяком случае на Али продаются подобные версии 11 Pro. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержки технологии Dual 5G, что не для всех актуально, но хорошо, что она есть. Для 4G сетей есть 7 бенд, как и 20 в глобалке. Датчик приближения отрабатывает без нареканий, связь смартфон ловит отлично. Bluetooth версии 5.2, NFC имеется, GPS-тест показывает точность 1 метр, что стандартно для Dimensity. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдал 9 часов 8 минут, а Work Performance 14 тысяч, это неплохо. 11 Pro поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, заряжаются у меня от 0 до сотки за 37 минут, беспроводной зарядки, разумеется, нет. В игры с одновременным стримингом на Твиче в 1080p за час в среднем уходит здесь 24%, запись стрима можно посмотреть на моем лайв-канале со всеми пруфами, как говорится. Смартфон в играх показывает себя неплохо, нагрев корпуса средний, лаги изредка проскальзывают, но это если играть и одновременно стримить. Genshin Impact запускается, кстати, за 29 секунд, что неплохо. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест показал следующие цифры. 218 гипсов минимум, максимум 258, в среднем 231 гипс на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 956, в мультикоре 2390, 3D Mark сколько показал вы видите, но отмечу, что первое, слингшоты, что один, что экстримовский не на максимум, а второе, что все это смартфон проходил вне морозилки, и для обычных условий в чехле это более чем хорошие результаты. В Antutu устройство выдало 551 тысячу баллов, у кого-то выбивает еще больше, потратив всего 5% заряда. Storage тест показал 45 815 баллов, это не очень много, но неплохо. 45-минутный стресс-тест прошел стандартно, результаты вы видите на экране. Нехорошо, скажем прямо. Теперь по камерам. Блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор это Pro Light на 100 мегапикселей со светосилой апертура 1.75, углом обзора в 79 градусов и оптической стабилизацией. Плюс еще один сенсор на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием в 22 мм, углом обзора в 88 градусов и светосилой апертура f2.4. Сверхширика нет, за что минус. Запись видео доступна с основного модуля на максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор от Sony 16 мегапикселей с углом обзора 82 градуса находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение у него для съемки видео 1080p 30 FPS. В плане фото данный девайс мне понравился. В моем телеграм-канале вы можете посмотреть просто море исходников, больше 1000 фотографий. Видеосъемка тоже неплохая, но вау-эффекта от видео, конечно, нет. Ну и детализацию фото тоже прям не супер-мега круто, но неплохо. Короткие примеры вы сейчас увидите у фото и видео. 4К 30 FPS от Realme, 4К 60 FPS от Яблока. И вот так вы сможете снимать рыбок в аквариуме. Либо, если пойдете дальше, сможете снимать пингвинов не в аквариуме, а в бассейне частично. 4К 30 FPS, продолжение сравнения. Сейчас будет интересно. Shark туннель. Туннель с акулами. Вы увидите
Сразу и пример, и кулон, и акул, и стаб. И не только акул, и людей. И заодно услышите, как отрабатывают микро. Зал, конечно, эпичный. Вот так сможете снимать на эти устройства, на основную камеру, в потемках, но можно, кстати, заодно подсвеченный объект тоже поснимать вблизи. Вот так. Что-то желтит, что-то выделяет. Всего свои особенности. Не особо длинный тоннель, но он выглядит приятно. Немного фронталки в том же тоннеле. 10 Pro, iPhone SE 2022. Важное разрешение. 4К 30 FPS, как говорится, продолжаем банкет. Выставка Ван Гога. Это вы не поймете. Там тайский. А вот это I sometimes think here is nothing so delightful as drawing. Вот так сможете снимать всякие инсталляции. Вообще задумка супер. Хотя, если честно, я думал, что здесь будут картины, я позалипаю. Но это тоже неплохой вариант развития событий. Масштаб радует. Задумка тоже топ. И мы тут с представителем японских блогеров вдвоем. Я так думаю, он японец. Хотя снимает тоже на iPhone. Shame on him. Основная камера 4К 30 FPS у Realme 10 Pro и 4К 60 FPS у Яблока. Яблоко по мне желтит слегка. Натуральные цвета, кстати, у Яблока. Контраст выкручивает Realme, и красный здесь более красный. Хотя, опять же, многим наоборот понравится. И вот так вы сможете снимать ночью с этих двух смартфонов. Логично, что Яблоко это Яблоко, Realme это Realme, и может быть кому-то одно хорошо, кому-то другое. Посмотрите на знак Макдональдс, обратите внимание, и, как говорится, все станет ясно. И фронтальная камера Яблоко и Realme ночь. Просто так, как говорится, по фану. Мне кажется, всегда это интересно и приятно, когда ты можешь взять два устройства абсолютно бесконечно разных. Потому что кто выбирает Realme, он точно не будет смотреть на Apple. Ну а кто выбирает Apple, подобное устройство, мне очень интересно, но такие же тоже есть. Напишите, 19 миллионов устройств за первый год было продано SE 3. Кто это? Кто эти люди? Ну, кроме меня. Так, ну что, начнем с небольшого сравнения. Логично, что здесь по левую сторону у нас Яблоко, по правую сторону это 100 мегапикселей от Realme 10 Pro 5G. Глобалка, напоминаю. Апертура 1.8, ISO 14000. Яблоко нам не покажет ничего, но это не критично. Если посмотреть, опять же, на фотографию. Разумеется, детальности чуть больше у Realme. С другой стороны, есть определенные моменты, которые мне больше нравятся у Яблока. Здесь плюс-минус все-таки одинаково, но если мы попытаемся, допустим, посмотреть наверх, вот здесь зеленый луч, он прям ярко-зеленый, а у Яблока лучше получилось его передать. Это раз. Два, по поводу тени. Здесь мне больше нравится, наверное, как отработала Realme, и больше нравится, как отработала Realme с водой. Ночь очень сложная, и любой смартфон будет в печали. Самое основное, что они могли сделать, они оба сделали. Надписи видны у нас четко. Но здесь еще одно ночное сравнение. По правую сторону у нас яблочные смартфоны. Вы видите, как плохо в прямом смысле он у нас отрабатывает со светом. И Realme 10 Pro у нас по левую сторону, апертуру он выставил 1.8, ISO-шку на 5300, и я вам скажу, что контуры человека, что работа со светом, что какие-то мелкие детали вдалеке, наверное, в разы лучше получились на Realme. Понятно, что
яблоко. Такое себе решение, это больше, я не знаю даже про что, как маленькая альтернатива смартфону своему. Но вот так, здесь четко видно, что камера у Realme намного лучше справляется с сложными какими-то задачами, не говоря уже о простых. Но вот и говоря о простых задачах, без сравнений, посмотрите, как вы в вертикальном формате сможете днем при рассеянном свете фотографировать какой-нибудь яхт-клуб. Апертура 1.8, ISO-шка сотка, все по фэншую, все четко, никаких облаков здесь и не было. И фотография, правда, классная, если ее выгружать в социальные сети, она будет очень даже неплохая. Но если вы обратите внимание, допустим, на контуры этой яхты, фотографировалась у меня также на Huawei, но я посчитал, что это как минимум нечестно сравнивать смартфоны разных ценовых категорий. Там виден объем этой яхты и абсолютно другая фотография. Но опять же, за свою стоимость, если смотреть и выбирать более чем достойно. Наверное, основной конкурент будет только какой-нибудь Samsung A54, который будет намного больше тормозить, и, к слову, он больше стоит. Если говорить про фронталку, ничего фантасмагоричного здесь нет, здесь ее тоже смысла сравнивать нету. Все более чем плохо, потому что это средний бюджет, а BBK туда фронталки не запихивает. Опять же, любой Samsung A серии более-менее свежий порвет вот эту фотографию по полной программе. И здесь не важно, какие цифры, ISO, апертура, фокус. Здесь деталей по минимуму, и с этим сенсором они большего сделать и не могут. Так что какие-нибудь такие фото вы получите, чтобы рассматривать не на мониторе, но на что-то надеяться не стоит. И в дневном формате хотелось бы особо отметить перекрутку цветов. ISO сотка, нет, 269 и апертура 1.8. Здесь у нас, вы видите, как, во-первых, здесь контраст высокий у смартфона, во-вторых, несмотря на то, что был здесь свет, он не был прям в этот участок. То есть это смарт так сфотографировал, что здесь темный, а здесь супер светлый. И повторяюсь, что в своей ценовой категории он топ, альтернатив ему не так много, и все они будут больше тормозить, но в ценовой категории выше здесь мне лично в этой фотографии не хватает объема. Если говорить о деталях позади, то тут вообще какая-то печаль, беда, как будто в портретном режиме снимал. Но в целом то, на что должен фокусироваться смартфон, он сфокусировался, цвета передал, пусть даже чуть-чуть перекручены, контрастность чуть-чуть перекручена, но мне нравится, как он фотографирует, поэтому, наверное, я на него столько сотен фотографий выгрузил, если не тысяч, уже на лайв-канал. Ну что, 4К 60 FPS, это уже 11 Pro, не 11 Pro Plus, и это русская версия, то есть здесь есть все БНД. А по большому счету камера не должна отличаться от 11 Pro Plus, но она и не должна. То есть тут 100 мегапикселей, там 200 мегапикселей. Видео, по идее, оно пишет same. Смысл в Realme, наверное, 11 это то, что только они средняков новинки выпустили в это время, и вот все о них 1000 раз рассказывают. Может быть, это и хорошо. Для их, во всяком случае, бренда точно хорошо. Неважно, плохо ты рассказываешь о них или нет, плохой информации не бывает. Правильно? И немного фронталки. Так вот, даже негативные какие-то упоминания о бренде при любом раскладе его разгоняют, правильно? Ну вот, поэтому, наверное, даже если негативно что-то, для них это позитивно. Вот сейчас включилась автоматически подсветка. Я в кружочке, и экран светит ярко. 4К 30 FPS максимум, вот такие штуки, максимум X10 делают вкусняхами, вот они. Умножаем на 2,8, улыбаемся и машем. 4К 30 FPS, вот так вы сможете снимать еду. В принципе, огонь не очень хорошо он снимает. И немного фронталки. Роллинг шаттер небольшой по мне есть. 4К 30 FPS, можно поесть вот эти штуки. Давайте примерно объясню. Ты садишься и можешь есть все с подноса. Короче, вот так ты сканируешь код и потом добавляешь, что ты хочешь, и они тебе приносят. Допустим, так, так.
Так. Так. Кто хочет есть, извините. Select item, order now. О. Вау. 4К 30 FPS и можно заказывать через приложение. Можно подешевле и самому собирать вот отсюда. Но самому неинтересно. И мидий там вот таких нету. Одни мидии выходят выгоднее, чем если их покупать по одной штуке в том же здесь магазине. 4К 30 FPS, максимально ужасное мороженое. Дешевле не бывает. Очень невкусно. Невозможно есть. Немного теста не в стандартном лифте. 4К 30 FPS. Без желтого. Почти. 4К 30 FPS. Океанариум. Наслаждаемся рыбками и атмосферой. Цвета вроде бы неплохо передает. С фокусом тоже особых проблем нет. 4К 30 FPS. Вот такие вот рыбки и люди. И рыбки. И люди. И рыбки. И еще немного. 4К. Как говорится, кто не хочет, тот не смотрит примеры. Кто хочет, тот смотрит на рыбки. 4К 30 FPS. И вот подо мной акулы. И они по-любому хотят меня съесть. А здесь всякие инсталляции с акулками тоже. Вот эти покатушки не входят в мой билет. Было бы, да, интересно. Даже в аквариуме рыбы плавают косяками. Мне интересно всегда было, почему их акулы не едят здесь. Но не. Можно такие брюха снять на видео. И немного 1080p 60 FPS. Как говорится, совсем чуть-чуть. И 1080p 60 FPS. Колбасится. Вы готовы к соревнованию? Такая последняя интерактивочка в 1080p 60 FPS. И 3, 2, 1. Плывут. Плывут. И веселушка. 1080p 60 FPS, съемка с двух рук, в ТЦ, еду на эскалаторе. И вот так вы сможете снимать что-то максимально плавно. 1080p 60 FPS, и это про Ван Гога. Вот так. Интерактивно вы можете себя развлекать практически наедине с собой. Забитый рядом кинотеатр. И вы сами видите, как много людей на выставке. Но это не важно. Важно, что мы сейчас тестируем камеру. И в 60 FPS, конечно, все плохо. 4К 30 FPS. Не особо лучше и легче. Вот так. One way. Задумка отличная, людям не интересно. И немного красоты. 4К 30 FPS. Вот нравится мне, как снимают Realme. Долго я походил из 10 Pro Plus, из 10 Pro, считайте, от 4 месяца на одни и те же смарты делаю обзоры. Глобальная версия, китайская версия, глобальная версия, китайская версия. Вот так кричат барашки и козлики. Ну что, аватар, как твои дела? 4К 30 FPS, это прям хочется снять. Такая прелесть, да? Просыпаешься, и такая штука у тебя заползла куда-нибудь. Буквально 100 лет назад в Азии, да и сейчас. И она точно меня не обнять хочет. Кто видел, как плавают черепахи?
Вот так. Правда, она без панциря почему-то. Ну, я думаю, система та же. X2, X1. Привет. 4К 30 FPS. И понеслась, как говорится. Это мыло. Вот так вы сможете снимать то, как вы промываете свои транспортные средства. Может быть, вы блогер, а может быть, просто решили поделиться отчетом перед папой, дедушкой, бабушкой и остальными. И у вас цена получится вот таким образом. Неплохо, нехорошо, 4К 30 FPS, как говорится, Realme. Потом это вам дело нужно будет растереть. И это тоже в рамках доклада может быть из разряда съемки и подтверждения факта вашей рабочей деятельности, которая направлена, возможно, на тестирование смартфона, правда, а возможно, просто ради чистоты и красоты. Также 4К 30 FPS. И дальше помывка первичная. Как говорится, на панель приборную не должно попадать, но с другой стороны, а зачем здесь тогда ABS, правильно? Смысл было его делать. Все могут попасть под дождь. Как бы аккуратно ты не водил, не придерживался всего и вся, стихия штука максимально непредсказуемая. И вот так вы сможете запечатлеть, как вы все смыли, или не все первично. Минусы. Нет АК-порта, нет мини-джека. NFC-модуль, кстати, в наличии в глобальной версии, и оплачивать покупки можно. Нет сверхширика, нет возможности расширить память, вставив microSD. И цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Я считаю, что она абсолютно оправдана, опять же, если не брать наш ритейл. Ценники бывают очень на прошку хорошие. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Напоминаю еще, кстати, Honor Magic 5 Ultimate разыгрывается на канале, но, скорее всего, только 11 ноября, потому что 100 тысяч подписчиков в телеграм-канале скидок мы до этого момента, наверное, не наберем. Всем огромное спасибо за просмотр, двойное спасибо, если еще и комментарии оставили. Ну и резюмировать я, как всегда, хотел бы на основную камеру смартфона. Что я могу вам сказать по поводу него? Несмотря на плюсы и минусы, в принципе, флагманов от Realme, мы помним, что есть блокировки, вот эти вот, если китайские версии, напоминаю, что те, кто приобретали подобное устройство китайских версий на Али, они проблемы имели минимальные, то есть им скидывали коды, еще что-то, вдруг кто-то был не в курсе, BBK в какой-то момент начал блокировать некоторые китайские устройства. Сейчас я вам рассказываю вообще о глобалке. Если брать китайские версии не на стандартных платформах, то можно иметь проблемы. Так что мы это все дело откидываем. Можете в моих телеграммах поспрашивать. Вам все расскажут. Проблемы решились через 3 с лишним месяца приобретения аппаратов. Опять же, повторяюсь, не на Алишке. Но это было для многих неприятно. Если говорить о глобалке данного устройства, которое, к слову, когда вышло, оказалось дешевле, чем китайская версия на Алиэкспрессе, ее лучшая рекомендация — это количество продаж на собственном лоте. Продают его реально десятками тысяч на различных платформах. Наших, не наших. Потрогать его можно в любом магазине. Да, у него не особо
удачный, скажем так, дизайн, потому что в отрыве от нашей реальности можно сказать: о, как классненько золотистые. С одной стороны. С другой стороны, не в отрыве от реальности. Мы помним, в каком конкретно мы обществе живем. Если говорить, собственно, о устройстве, не рекомендовать его я не могу, потому что здесь все есть. Если вам не нужен ультраширик, если вам не нужен мини-джек и инфракрасный порт, и для вас не критично, что, в принципе, в эти деньги не бывает защита от влаги, можно чуть-чуть докинуть и получить Samsung A54, и там уже будет защита от влаги, но нужно очень долго упорно ловить на него скидки, и он будет более тормознутым. Так вот, во всех этих случаях этот Realme — это просто золотая середина во всем. Здесь нет ничего лишнего, он необычен, дизайн классический у него черный есть, чехол покупается и не на черный цвет, и вы ходите и пользуетесь этим устройством с радостью минимум года полтора-два. Напишите, кстати, пользователи, вдруг есть у этого устройства, какие у вас были конкретно к нему претензии, потому что у меня к нему, как к бренду, допустим, третьего эшелона, я напоминаю, что у меня и Touch в некоторых смартфонах третьего эшелона плохо работает, это ужасно и неприятно и неудобно. И система где-то подфризивает и подлагивает, и видео какое-то странное прямым текстом. Здесь все неплохо, не идеально, но за эти деньги аппарат достойный. Поэтому рекомендовать я его могу. Девайсу от меня однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.